Айнерфяйн, жители Империи, с вами Нелюгардец. Начало 2026 года стало по-настоящему жарким событием, во всех смыслах этого слова. За 2 недели мы увидели многое. Да, мы живем на сломе эпох, и мир летит не пойми куда, но такого лично я не ожидал. Во всяком случае, в начале этого года. На днях, 16 января, Games Workshop заявил, что, оказывается, среди кустодиев императора человечества всегда были женщины. Они просто прятали свои лица под шлемами, но сейчас, в век равноправия и инклюзивности, они могут спокойно снять намордники и показать миру свои прекрасные личики. Занавес. Корпораты окончательно захватили старую добрую вселенную, а мы можем продолжать хоронить мир Вархаммера. Когда же ей придет окончательный конец, вы узнаете в конце видео, так что смотрите его до самого конца. Но прежде чем мы начнем, поддержи Императора, поставь лайк, подпишись на канал ВКонтакте и Дзене и поддержи наш канал донатом по ссылке в описании к видео. Адептус Кустодес. Телохранители Императора. Его 10 тысяч. Золотая смерть. Они – благородные посланники и безжалостные палачи. Своими трудами они оберегают его секреты и охраняют его подземелья. Нерушимо преданные и непоколебимо верные своей цели, они символизируют неудержимый гнев Императора. Вот уже 100 веков они стоят на страже повелителя человечества и защищают его величественный дворец. Известно, что все кустодии пришли в этот мир сынами благородных домов Терры, ибо отдать своего ребенка на исполнение самого славного долга, какой только есть в Империуме, крайне почетно, и ради этого многие благородные семьи аристократии Терры с радостью отказывались от почти целых поколений своих детей. Мальчиков забирают из их семей еще в детстве, ведь чем раньше начнется генетическое преображение воина Адептус Кустодес, тем больше шансы на его успех. И когда происходит подобный отъем, огромные массы народа высыпают на аллею жертвы за вратами предков и неистово рукоплещут и возносят молитвы проходящим мимо высшим обществу Терры, купающимся в людском обожании, даже при отправке своего сына на попечение Императора. Вот такой каноничный лор вы можете прочитать на 14 странице Кодекса Адептус Кустодес 8 редакции от 2018 года. Ссылка на него будет в описании. Это не какой-то дремучий 2008 или еще хуже 1998 год, когда мужчины не могли забеременеть. Нет, это вполне себе прогрессивный 2018 год. И тут написано черным по серому. Кустодианцы вербуются из сыновей благородных домов Терры. Кстати, пишите в комментариях, читаете ли вы вообще все эти кодексы и прочую макулатуру. Тем не менее, ГВ в своей статье ответов на «глупые» в кавычках вопросы на голубом глазу объясняют несмышленышам следующие прописные истины. Первое. Вот уже более 30 лет мы видели только несколько персонажей Кустодос без шлема, в то время как под железными масками пряталось очень много девочек. Второе. Космодесант сплошь состоит из мужчин, которые проходят испытания травами, то есть генетические преобразования, как и Кустодос, но в Кустодос теперь будут играть еще и девочки. Ну и, наконец, третье и самое главное, я, пожалуй, это зачитаю. Вопрос. Но разве Кустодос не создаются из сыновей тиранских знатных домов? Ответ. Некоторые – да. Император придает большое значение символизму и власти, поэтому в патриархальных домах, где владения передавались перворожденным сыновьям, этих сыновей забирали и переделывали в стражи императора. Это по-прежнему верно. Но это был не единственный источник рекрутов. Другие методы могли быть столь же открытыми, а некоторые куда более тайными. Знатных девочек тоже могли забирать,
Ведь в какой-то момент знатные дома просто заканчиваются, а после покорения всей Терры неумолимая военная машина Империума все равно требует постоянного притока новых рекрутов. Ну а вы пишите в комментариях, какие прокладки будут выдавать кустодианкам. При этом женские кустодос и мужские пока что равны, ибо одинаково успешно проходят генетическое преобразование. Но я думаю, что через пару лет выяснится, что женский организм более выносливый, поэтому лучше адаптируется к генетическим преобразованиям. Поэтому фигурки девочек-кустодос будут более меткими, сильными, и они будут иметь больше хитпоинтов, урона и уклонения. В общем, самое отвратительное и мерзкое здесь даже не сам факт прогиба под повестку, а то, как это было сделано. Нас буквально считают идиотами с памятью, как у золотой рыбки. Среднестатистический фанат вроде меня прочитал там несколько книг, посмотрел кодексы, поиграл почти во все игры и посматривает периодически анимацию. Поэтому он погружен в лор и несет деньги компании, чтобы продолжить увлекательное путешествие по тому лору, который знает он, да и все комьюнити. Разработчики же резко давят на тормоз, выходят и говорят: а вы знаете, а ведь среди кустодос всегда были женщины. Вы не знали? Ну вы и даете, вы вообще фанаты? Что? Какие 9 предыдущих кодексов? Ничего не знаю. Кустодос всегда были женщинами, то есть среди них всегда были женщины. А космодесант — это да, тупые спермобаки. По крайней мере, пока что. И вот это пока что очень сильно пугает. Ибо пройдет пару лет, и выяснится, что разработчики откопали древние рукописи, где говорилось, что некоторые женщины успешно прошли испытания и смогли стать десантниками. Либо во время испытания среди мальчиков затесались мужиковитые пацанки, которые стали ультрамариншами. И теперь осмелились снять свои шлемы. Правда, это может разорвать пятую точку всей фанбазы и похоронить компанию сразу, так что все будет сделано куда проще. Выяснится, что до 41-го тысячелетия космодесы были мужиками, а сейчас Механикум разработал новые технологии, которые позволят клепать женщин-космодесантников, что очень нужно Империуму человечества, ибо врагов все больше, а масштабное финальное сражение приближается. Поэтому нужно больше космодесанта богу космодесанта, ведь мужчины в городах-ульях давно закончились. Ну а в комментариях вы можете написать свои версии, как будут кастрировать наших любимых космодесантников. Так или иначе, все это выглядит как большая глупость и стрельба самому себе ниже пояса. Ибо вселенная Warhammer предельно инклюзивная, где есть diversity и прочие модные штуки. Женщины здесь ни капли не ущемлены. Ибо на каждого сильного мужчину или мужской тип войск приходится сильная женщина или женский тип войск. Что мы можем видеть, например, на Warhammer Plus, где последние 5 лет очень часто выходит анимация исключительно про женщин. Ну, исключительно или частично. Там, например, Пария, Черный Коготь и прочее, где нам все время показывают сильных женщин. Но давайте посмотрим на конкретные примеры. Самый очевидный пример — Astra Militarum. Здесь все вперемешку. Мужчины, женщины, белые, индусы, бангладешцы, негры, гуки и прочие любимцы английской аристократии. Причем женщины занимают позиции на всех должностях, даже самые высокие. Идем дальше. В ответ на элитные мужские силы вроде Братства Космодесанта мы имеем Сестринство Дочерей Битвы, которые хоть и меньше некоторыми своими габаритами, но зачастую сражаются на уровне Космодесанта, что всегда было видно и даже четко показали в сериале Пария Nexus. Ну и в ответ на элитную гвардию Братства Кустодиев у нас была элитная гвардия Сестер Безмолвия. Очевидно, все эти общества выполняли разные функции, но паритет и инклюзивность всегда сохранялись. Сейчас же наметился перекос. Женщины опять лезут в мужское сообщество. Впрочем, может быть, совсем скоро мы увидим брата Безмолвия. Хотя что-то подобное уже есть у
слайонишитов. В общем, вся эта дань современной моде – одна большая глупость. Как же умрет вселенная Вархаммера? Я думаю, все будет очень просто. Следующий шаг – это женщины-космодесантницы. Ну и последний шаг – это женщины-примархи. А это, увы, возможно. Я напоминаю, что у нас есть целых 2 пропавших примарха, о которых не принято говорить, и о которых мы ничего не знаем. В итоге выяснится, что они выжили, улетели на самый край галактики, и это были не братья-примархи, а сестры-примархи, которые за счет сестринской связи, которой нет у тупых вульгарных мужчин, нашли друг друга в космосе и стали вместе бороться с хаосом. А потом прилетели во время финальной битвы на Терру с легионами сестер-космодесантниц и спасли империю человечества. В общем, фиксируйте, я уверен, что произойдет нечто подобное. Но я надеюсь, что перед грандиозным факапом у нас есть еще 10, может 15 лет легкого испанского стыда. Ну а для тех, кто соскучился по далеким и простым 2000-м, когда мы не задавались вопросом, какие прокладки нужны кустодию, а просто рубили ксеносов направо и налево, я советую вселенную Space King, о котором я расскажу в будущем видео. А на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что вы думаете о женщинах-кустодианках. С вами был Нильгардец. До новых встреч!